Как вы поняли, сегодня ролик у нас будет образовательный. Всем привет! Вы на канале Тимофей из Китая. И в прошлый раз я как раз собирался вам рассказать про светодиоды, и вот время пришло. Сегодня говорим про светодиоды, а конкретно про их техническую составляющую. Начать стоит с того, что же такое этот источник света. Ну, по сути, это любая вещь, которая преобразует энергию химических связей, например, если мы что-то сжигаем, или электрическую энергию, если мы вставляем это в розетку, преобразует в видимый свет, который нам и нужно получить. Лампа накаливания, наша любимая, внутри, по сути, находится кусочек какой-то металлической спирали, которая электричеством нагревается до неимоверных температур и начинает излучать свет. В светодиодах все немножко по-другому, но принцип тот же самый. Получаем электроэнергию, внутри светодиода она перерабатывается и получаем свет. Ну и вот переходим, собственно, к нашим светодиодам. Что же там в них происходит? А там, по сути, то же самое. Просто внутри находится полупроводник, который у нас поглощает энергию с одной стороны. Ну и не будем, пожалуй, вдаваться в дебри физики, рассказывать там про ПН-переход и каким образом электроны внутри полупроводника превращаются в фотоны. Вообще я сам до конца не понимаю, как это происходит. Ну, наверное, магия. По-английски это пишется LED. Кстати, Тим Юрьевич всегда хотел понять, как эта аббревиатура расшифровывается. Ну, давай расшифруем. Вот, собственно, английская аббревиатура LED расшифровывается как Light Emitting Diode. На русский язык переводится как светоизлучающий диод. Ну, у нас укоренилось просто светодиод. Так и будем его дальше называть. И опять же, я не буду рассказывать сейчас вообще про весь спектр светодиодов, которые только существуют на рынке, их очень много. Я буду рассказывать про те, которые вот реально самые распространенные, с чем мы здесь работаем, собственно, на фабриках в Китае, из чего делаются светильники, которые у вас дома висят. Минутка саморекламы. Куда же без этого? Так вот, если ты из тех самых парней, которые давно ищет хорошие качественные светодиоды или светодиодные светильники, или хочет начать бизнес с Китаем, но не знает как, спроси у Тимофея. Контакты под роликом. Ну так вот, какие бывают типы этих самых светодиодов? Начнем мы, пожалуй, вот с этого вида. Это THT светодиоды, называется технология Through the Hole. Видите, у него такие ножки снизу. То есть принцип в чем? В том, что он на печатную плату устанавливается через печатную плату в отверстие, которое потом ножки припаиваются. Поэтому так называется технология. Но они уже, можно сказать, устарели. Возможно, вы где-то их еще видели. Но на данный момент самая распространенная технология это SMD светодиоды. SMD – Surface Mounting Device. А тут в чем у нас суть? А суть, что на печатной плате у нас нет никаких дырочек, там есть просто площадки, которые покрыты припоем. И любые SMD-компоненты мы туда просто устанавливаем, отправляем в печку, они там запекаются. Собственно, и все. Никаких ножек, ничего не нужно отрезать. SMT-монтаж, он намного быстрее, намного эффективнее. Мы же уже видели и смотрели, как они запекаются в печке. А это мы смотрели, как запекаются светодиоды, которые упаковываются. Дальше они идут на ленту, и вот эта лента уходит на конвейер по установке этих светодиодов на печатную плату. Эта технология называется SMT – Surface Mounting Technology. Вот про нее мы тоже ролик снимем, обязательно, там тоже интересно. В общем, практически любой светильник, который вот может находиться где-то у вас дома, или еще вот, например, панели светодиодные у вас в офисе, скорее всего, там используются именно SMD светодиоды. Но получается, потому что они энергоэффективнее и дешевле, или за счет чего? За счет того, что они очень удобны в монтаже. На печатную плату один станок SMT монтажа может наносить на одну печатную плату порядка 20 или даже 40 тысяч светодиодов в час. Это очень быстро, то есть у нас просто сокращается время производства, соответственно, падает себестоимость. Это очень удобно, эффективная технология. И еще стоит сказать про технологию COB светодиодов, COB LED, если точнее, это Chip on Board LED. Технология изготовления их очень похожа на SMD светодиоды, только у нас там нет корпуса светодиода. Мы на печатную плату сразу кладем чипы и заливаем их люминофором. И про них, пожалуй, мы снимем отдельный ролик. Там есть тоже про что поговорить. Ну и вот теперь уже переходим, собственно, к разбору характеристик этих самых наших SMD светодиодов. Ну, в первую очередь их стоит разделить по размеру, конечно же. Самые распространенные типа размеры записываются 4 цифрами. Как можете видеть, например, 4014. Что это означает? Это значит, что длина светодиода 4 мм, ширина 1,4. Самый распространенный формат, опять же, светодиодов SMD, из которых мы что-то здесь производим в Китае, это 2835. 2,8 мм на 3,5 мм. А почему? Почему-то здесь вот в Китае именно этот размер стал максимально популярным. Извини, только в Китае, либо во всем мире тоже? Ну, так как сейчас все идет из Китая, то, наверное, уже во всем мире. Но изначально вообще самым популярным размером был 3030. В Европе, Америка, Япония, в основном там использовались светодиоды размера 3030, это 3 мм на 3 мм.
Вот. Но китайские светодиоды немножко не такие, 28-35. И сейчас, наверное, они уже популярнее, чем 30-30. Ну, китайцы, как всегда, пошли по своему пути развития. Судя по всему. Более крупные модели 57-30, они уже не так популярны, как раньше были. 50-50, например, это вообще 5 мм, то есть туда можно напихать туда много чипов. В основном в этом размере делаются RGB светодиоды. Потому что туда можно и 5, и 6 чипов запихать одновременно. Так, вот для наглядности я подготовил несколько образцов разных светодиодов по разным размерам, как видно слева направо. Вот 40-14, 28-35, 30-30, 57-30 и 50-50. Самый крупный из того, что у меня тут имеется. А дальше стоит поговорить о том, из каких материалов они производятся. В одном из предыдущих роликов, вот здесь вот ссылка, мы были на производстве и как раз рассматривали все процессы, и там мы вскользь упоминали о том, из каких материалов они делаются. Вот так корпуса светодиодов, они, как правило, пластиковые, это либо АБС, либо поликарбонат, так называемый PCT, это уже более качественные. АБС подешевле, PCT подороже, понадежнее. Внутри этого корпуса есть какая-то металлическая подложка, на которую устанавливается чип и распаивается проволока. Так как проволока металлическая, она должна паяться к чему-то металлическому. И вот эта металлическая подложка, она либо железная, это самые дешевые светодиоды. Проверить легко, берем магнит, прислоняем к светодиоду, если магнит прилипает, внутри металлическая подложка. Это дешевый светодиод. Если подложка там внутри медная, ничего к ней прилипать не будет. Такой светодиод проживет дольше, но это будет стоить дороже в производстве. Дальше проволока, которой распаивается чип, она тоже может изготавливаться из разных материалов. Самая дешевая металлическая. Получше у нас идет медная, самая дорогая золотая. Вот, натурально золотая. Тимур Юрьевич, а еще один вопрос, смотри, а эта проволока какого размера? Она должна быть очень-очень тонкой же, чтобы припаяться к чипу. Ну, так и есть. Проволока очень тонкая, там меньше человеческого волоса. Если посмотреть внутрь светодиода через микроскоп, то там будет четко видно и чип, и проволоку, которая она припаяна. Так, собственно, поговорим про люминофоры. Что у нас там внутри него находится? То есть некие химические компоненты внутри силиконовой смеси, которые у нас преобразуют синий свет в видимый спектр. Так вот, эти компоненты, они тоже бывают разные по качеству. По мере износа светодиода он начинает все светить более синим и синим светом. Кстати, да, я это замечал не раз. А почему это происходит, собственно говоря? Ну, потому что чип внутри светодиода, он у нас, как правило, синий, 450 нанометров. Вот смотрите на спектрограмме. Вот этот пик — это тот свет, которым светит сам чип, без люминофора. И люминофор раскладывает его на весь остальной видимый спектр. Так вот, по мере выгорания люминофора, вот эта часть цветная, она у нас уходит, а синяя никуда не уходит, она остается. И вот чем хуже у нас люминофор, тем быстрее он выгорает. Соответственно, если у нас при производстве люминофора были применены хорошие качественные компоненты, он будет светить годами, и свет не изменит своего света, он не посинеет. И здесь хорошо видно, что те диоды, которые светят белым светом, они залиты люминофором желтым, в них синий чип залит люминофором, поэтому они желтые. А те диоды, которые светят каким-то другим светом, в них люминофор прозрачный, и внутри видны чипы. Вот, например, 2835 с желтым люминофором, и те диоды, в которых прозрачный люминофор, внутри видны чипы красные. А также можно заметить, что еще у диодов бывает установлена первичная оптика. Например, вот здесь заметны такие линзочки на чипах. Дальше у нас идут, собственно, сами чипы, которые находятся внутри светодиода. Это самый дорогой компонент светодиода и, наверное, самый важный после люминофора, или после проволоки, или после подложки. Ну, в общем, самый важный и самый дорогой компонент. Чипы тоже бывают разные. Бывают чипы, самые дорогие, импортные, американские, там, японские. В Китае сейчас они уже практически не применяются. Здесь сейчас применяются в основном чипы китайских производителей, например, Nation Star или Sanan. Это очень известные, крупные производители. Есть поменьше, не такие известные. Разговор между инженерами. А какие чипы у тебя стоят светодиоды? У меня стоит 2 чипа 2235 Sanan. Такой, о, ничего себе, отличные чипы. Вот что означают вот эти цифры? Это тоже размер чипа, так же как у светодиода есть размер, и у чипа тоже есть свой размер. Например, вот 1028. И это в итоге влияет на эффективность конечного продукта. Чем больше у нас чип, тем выше эффективность светодиода. Это самое главное в нем. Отсюда и цена высокая. Китайцы красавцы, вот что я называю настоящее импортозамещение. Ну и когда мы говорим про чипы, нужно сказать, что в один светодиод, в один корпус может поместиться не один чип, а несколько, например, 2 или 3. Так вот, для чего это нужно? Тут мы плавно переходим уже в электрические характеристики светодиода. Начнем с напряжения. В основном те светодиоды, которые мы используем, имеют напряжение 3 вольта.
Либо 6, либо 9, либо 18. Ну, самый распространенный, наверное, 3 и 6. Так вот этот чип внутри, который находится, он, как правило, вот этот синий чип, 450 нанометров, он, как правило, 3-вольтовый. Вот, что это значит? То есть мы подключаем к нему какой-то источник электричества, он берет оттуда 3 вольта. Но это, опять же, не точно 3 вольта. Еще зависит от того, какой на него ток подать. Чем выше ток, тем больше вольтаж. Например, он на самом деле может потреблять не 3 вольта, а 3,2 вольта. А понижая ток, он будет потреблять 3,1 вольта или, может быть, 2,8 вольта. Вот. Ну, грубо говоря, обобщая, мы говорим, что это 3-вольтовый светодиод. Так вот, если внутри поместить 2 чипа 3-вольтовых и подключить их последовательно вот той самой проволокой, у нас вольты суммируются. То есть если мы 2 чипа подключим последовательно, мы получим 6-вольтовый светодиод. А если мы 3 чипа подключим последовательно, мы получим 9-вольтовый светодиод. Или мы можем установить сразу один 9-вольтовый чип, такие тоже существуют. А если мы 2 9-вольтовых чипа подключим последовательно, мы получим 18-вольтовый светодиод. Такие тоже существуют. Окей, у меня все равно вопрос. Почему именно используют чипы 3-вольтовые? Почему именно 3? Вот этот синий чип 450 нанометров. Ну, в основном используется он. И вот он как раз 3-вольтовый. Вот. Но если мы говорим про другие чипы, например, красный чип 660 нанометров, он 2-вольтовый. Ну а если мы установим внутрь корпуса светодиода 2 чипа 3-вольтовых и подключим их параллельно это вот так, то светодиод все равно останется 3-вольтовым. А в чем смысл? А смысл в том, что каждый чип может выдерживать определенную нагрузку. Как правило, он выдерживает нагрузку в полватта. Если мы устанавливаем в него 2 чипа, значит у нас светодиод становится 1-ваттный, а если 3 чипа, значит 1,5-ваттный. Но это не значит, опять же, что он будет светить максимально все время на эту свою нагрузку. Мы можем установить 3 чипа и запустить его в режиме полватта или 1 ватт или 1,5 ватта в максимальной нагрузке. И вот здесь мы переходим в следующий параметр. Это ток. Ток у нас в амперах измеряется. И когда мы говорим про светодиоды, мы обычно говорим миллиамперы. Так вот, напряжение в вольтах светодиод у нас берет сам от блока питания, а миллиамперами, током, мы регулируем его мощность. Например, у нас есть 3-вольтовый светодиод. Мы подаем на него ток в 300 миллиампер. Это вот 3 умножить на 0,3. Получается сколько? 3 на 0,3. 0,9 ватта. Okay. Возвращаемся в школьный курс физики. Если амперы умножить на вольты, мы получим ватты. Это и есть потребляемая мощность светодиода. Соответственно, если на 3-вольтовый светодиод подать 300 миллиампер тока, мы получим 1 ватт. А если на 6-вольтовый светодиод подать 300 миллиампер тока, это будет 2 ватта. Но если светодиод на такую мощность не рассчитан, тогда нужно на 6-вольтовый светодиод подавать 150 миллиампер, и мы получим тоже 1 ватт. А если на тот же самый 3-вольтовый светодиод подать 150 миллиампер, какая получится мощность? Какая? Какая? Ты должен был ответить, какая. Я для кого тут все это объясняю? Я все прослушал, блядь. Слишком много букв. 3 умножить на 15. 45. 45. 0,45 ватта. 0,45 ватта, а почему не 0,5 ватта? Ну, вспоминаем, что там на самом деле не 3 вольта, а скорее всего 3,2 вольта. Умножить на 150 миллиампер, мы получаем полватта. Ну и на всякий случай повторяем, что такое мощность светодиода. А это его напряжение умножить на ток, и мы получаем мощность в ваттах. И вот отсюда мы плавно перетекаем в эффективность светодиодов. А это уже у нас подключается следующий параметр. Сколько света испустил светодиод, поглотивший вот эту вот самую мощность. Ну, то есть если у нас светодиод поглотил 1 ватт энергии и испустил 160 люмен, делим, и у нас получается 160 люмен на ватт. Это и есть эффективность. Это хорошая эффективность или плохая? Ну, 160 с 1 ватта, в принципе, это хорошая эффективность, но бывает и больше. Эффективность измеряется в люменах на ватт, но это не значит, что это прям 1 ватт. Ватт может быть мало, а может быть много. Как правило, производители в тест-репортах на свои светодиоды и в даташитах, и во всех этих документах, они указывают, какую эффективность дает этот самый светодиод. Так вот, они, как правило, указывают ток, на котором были сняты эти показатели, соответственно, напряжение, эффективность, все это можем почитать в документах. И если производитель хочет указать цифру повыше, они делают измерения на маленьких токах, например, 60 миллиампер, потому что чем меньше тока мы подаем на светодиод, тем выше его эффективность. Например, один и тот же 3-вольтовый светодиод, если подать на него ток в 300 миллиампер, он выдает у нас мощность в 1 ватт и, к примеру, эффективность 160 люмен на ватт. А если мы подадим на него ток в 60 миллиампер,
его мощность сильно падает, но при этом эффективность возрастает. Она может быть уже 230 люмен на ватт. Отсюда берутся вот эти самые высокие показатели, как 230 люмен на ватт, например. Во-во, это очень самый распространенный вопрос у моих клиентов. Почему при такой ваттности такая большая эффективность? Наконец-то ты ответил на этот вопрос. Спасибо. Ну, в данном случае мы просто платим за эффективность тем, что нам нужно вот этих самых мощных светодиодов напаять большее количество, а это значит напрямую влияет на цену. Ну вот про эффективность мы поговорили. Я подозреваю, у вас еще остались вопросы. Если остались, пишите, буду отвечать. Ну и еще вскользь упомянем такую характеристику. Это даже не характеристика, а не знаю, как это объяснить. Что у каждого светодиода есть еще разные бины. Вот это вот бин, да? А это еще что такое? Ну, это некий показатель, по которому светодиоды, опять же, сортируются в разные партии. Например, в первую очередь они могут сортироваться по напряжению. Вот пример этикетки. И написано, сколько у него вольт. И там написано не ровно 3 вольта. Там будет указан диапазон, к примеру, 2,8-3 вольта. Или, например, 3-3,2 вольта. То есть при производстве они сортируются по напряжению. Так как на одной печатной плате нам желательно иметь светодиоды одного напряжения, хотя бы максимально близкого друг к другу. А разброс 2,8 и 3,2 это очень сильный разброс. Ну и если вы слышали вот эту фразу «какой у тебя бин светодиода», Первый раз слышу. то, как правило, речь идет не о напряжении, как правило, речь идет о его цвете. Насколько точно светодиод попадает в цвет. Ну, кстати, про цветовые характеристики светодиодов. И не только светодиодов, а вообще всех светильников это касается. Мы запишем, опять же, отдельный ролик, иначе у нас тут просто он какой-то бесконечный получится. И вот по цветам светодиоды всегда сортируются, и это тоже указывается на упаковке, какой у него бин по цвету. Опять же, чтобы светодиоды, напаянные на одну плату, были как можно ближе друг к другу. Если они будут разных бинов, даже если это белый цвет, и даже если это белый цвет и 6000 кельвинов, они могут быть разных бинов. То есть у них будут разные оттенки. Понятно? Вроде бы да. И что? Ну опять же, вспоминаем, мы были на производстве, вот эта картиночка, где они, светодиоды, сортируются по бинам. Точно вспомнил, было Вспомнили, такое. да? Чем ближе к центру, тем чище белый цвет. Чем дальше от центра, тем он приобретает какие-то оттенки. И вот их надо отсортировать. Вот так понятнее. О, отлично, наконец-то дошло. Ну а дальше светодиод уже пакуется на ту самую ленточку для последующего SMT-монтажа. Ну, можно еще упомянуть, что катушки разные бывают. Вот, например, маленькие там, на 4000 светодиодов, а большие, вот, например, на 20 тысяч светодиодов. Если мы паяем очень много, большую партию, нам, конечно же, удобнее большие катушки. Их тогда сразу несколько штук устанавливается в станок, и оператору нужно реже их менять. Ну что, Александр, чувствую, ты уже притомился. Пора на сегодня закругляться. Да, пожалуй. Спасибо вам большое, учитель, за такой прекрасный урок. Ну и, в общем-то, мы основные технические характеристики обсудили. Если я вдруг что-то и забыл, ничего страшного. У нас еще будет много роликов. Я надеюсь, ты как раз из тех людей, которые досмотрел этот ролик до конца, поэтому не поленись, поставь лайк. Если еще не подписался на канал, конечно же, подпишись. Ну и напиши комментарий. Правильно говоришь.